Компания Meizu давно зарекомендовала себя в качестве и стильном дизайне наушников, а еще у них звук всегда хороший. В этот раз они выпустили наушники, не похожие на предшествующие два поколения. Их главное отличие в типе. До этого момента были внутриканальные POP1 и POP2, а сейчас вкладыши. Но я их понимаю, все-таки хочется отхватить себе более обширную часть рынка. На борту у данного устройства неординарный дизайн, качественная сборка, хорошее качество звука, если не сказать отличное для вкладышей, моментальное сопряжение, защита от пыли и влаги и сенсорная панель управления этапами. К сожалению, не механика. Сейчас все расскажу. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, разумеется, очередной девайс, который вполне возможен будет интересен вам. Мне он интересен исключительно с точки зрения того, что я люблю беспроводные наушники. И эти Meizu Pop 3 я ждал очень долго. Сейчас мы смотрим, что упаковка максимально убогая, то есть дешманский Китай обычно так и посылается. Но это не дешманский Китай, это Meizu. Meizu делает всегда хорошие наушники по звуку. Это как минимум. Напоминаю, кстати, что на канале пока я распаковываю 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарии к любому видео. Это раз. Два. Apple Watch 7 разыгрываются в конце месяца. Филовские наушники CG разыгрываются в конце месяца. Еще много всего. Надеюсь, что вы будете участвовать. Читаем описание к ролику. Не забываем подписываться. А сейчас мы посмотрим, что они нам обещают. IPX5 это защита от влаги. Плавать в них нельзя, но дождя они не боятся. И All Day Long мы хотим предположить, что они очень долго живут. Но опять же здесь не написано сколько часов. В принципе это все, что они написали. QR-код здесь добавили. Добавили, что цвет белый. Я не думаю, что Pop 3 поставляются в каком-то другом цвете. Я видел только белый в продаже. Возможно, они еще в Китае выгружают черный. Напоминаю еще раз, что ощущение от бокса всегда у Meizu такое, что тебе послали копию AirPods, какую-нибудь не самую дорогую. Странный от меня алгоритм действий, но поверьте, очень часто что-то очень плохо пахнет. Здесь химии не пахнет вообще. Очень необычно, что доставать неудобно. Понятно, что пальчиками напряжешься и достать можно, но пока вот так. Странно. Даже Дешман какой-то делают обычно все-таки с возможностью достать попроще. Если мы заползем дальше и попытаемся посмотреть, что здесь есть, мы с радостью будем наблюдать инструкцию на английском языке, чему я очень рад. А вот чему я не рад, как вы заметили, я сейчас в поиске данной вещи. Мы видим только наушники, бокс, но не видим кабель для зарядки. Как всегда, они подумали за нас про экологию. И самое главное, что мы видим, это больше 10 минут нужно заряжать бокс в первый раз, это они рекомендуют. Как носить, это все объясняется. Здесь у нас форм-фактор вкладышей, это круто. В стоке у нас будут функции play-пауза, предыдущая песня, следующая песня, ответ на звонок, сброс звонка и в принципе все. Есть у нас индикатор заряда, который показывает красным, пока заряжается, и зеленым, когда полностью заряжен кейс. Разумеется, Bluetooth версии 5.2 это хорошо. Обещают они 5 часов в режиме разговора, 6 часов в режиме проигрывания музыки. Скорее всего, это на 50% громкости. Будем все проверять и вам обязательно рассказывать. Ну и температурные режимы, при которых не то, что они перестанут работать, но я думаю, вы перестанете работать либо при минус 40, либо при плюс 60. Модель Meizu Pop 3. Еще раз, вкладыши люблю. Вставляю right, вставляю left. Чувствую себя телепузиком, и я думаю, вы со мной согласны. Торчат они очень бодро, я прям это ощущаю. Тяжелее они, чем AirPods. Мне кажется, что они вытряхнуть из ушей мне не получится. Смотрим. В продаже есть исключительно одно цветовое решение, это белый цвет. Да, это не практично, но цветных чехлов на Али, как всегда, уже достаточно в продаже. У меня китайская версия наушников, неизвестно, когда будет глобалка, но я думаю, что может и будет. Дизайн значительно отличается от предыдущих версий Meizu Pop и Meizu Pop 2. Зарядный кейс изготовлен из приятного и качественного глянцевого пластика. Глянец марки, скользкий, мелкие повреждения молниеносно на нем не появляются. Форма овальная, габариты чуть больше среднего, 61 на 43 на 28 мм. А вес кейса без наушников составляет 32 грамма. В кармане такой бокс много места не занимает, но с карманами в джинсах могут быть проблемы, особенно у прекрасной половины населения. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, и края в данном случае неопрятные, тактильно чувствуется необрезанный срез. Далее индикатор состояния и логотип компании. В любом положении люфт у крышки есть, но незначительный. Одной рукой открыть бокс просто, и
и, к счастью, в открытом положении крышка фиксируется. Внутри нас встречают стандартные два места под наушники, в которых расположены контакты для зарядки, и тут Meizu выделились тем, что при помещении наушников в кейс все смотрится очень минималистично и необычно, но при этом доставать наушники из кейса неудобно, если, конечно, у вас нет длинных ногтей. А также рядом с каждым местом есть маркировка для удобства left и right. Но даже при наличии ее я постоянно умудряюсь неправильно вставлять наушники в кейс, и это не всегда означает, что я перепутал правый с левым. Просто сложно их запихать, привыкать надо. Внутри бокса наушники гуляют и вылетают за его пределы даже при незначительной тряске. При закрытии крышки издается глухой хлопок, и никаких неприятных эмоций он не вызывает. Емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 400 мАч, беспроводной зарядки нет, так же, как и провода в комплекте нет тоже. Полный цикл зарядки занимает 1 час 25 минут. Наушники от полностью заряженного кейса можно перезарядить полных 3 раза. Саморазряд у данного устройства минимальный, что хорошо. Летим дальше. Изготовлены наушники из глянцевого пластика. Он также тактильно приятный и качественный, но марки скользкий. По типу наушники вкладыши. Дизайн необычный, в ушах смотрится очень нестандартно, в хорошем или плохом смысле решать только вам, так как это дело вкуса. Габариты каждого наушника равны 24 на 19 на 22 мм по самым объемным частям, а вес одного наушника составляет 5,5 граммов. В ушах сидят комфортно, но при длительном использовании появляется небольшой дискомфорт. Во время активной деятельности из ушей не выпадают и держатся надежно. Звуковод закрыт металлической сеточкой, размеры его выхода составляют 6,3 на 4,3 мм. У каждого наушника на корпусе расположены микрофоны, компенсационное отверстие, маркировка left и right. Пока я их использовал, на наушниках ничего не светилось, поэтому можно сделать вывод, что в данном случае индикаторы в ушах корпус не запихали. На тапы наушники откликаются хорошо, ложных срабатываний минимум. Каждый наушник оснащен 13-мм динамическими драйверами с подвижной катушкой и двухслойной композитной диафрагмой катушечного блока, которые дают частотный диапазон отклика стандартный от 20 Гц до 20 кГц. Шумоподавление исключительно ENC. В шторке сопряженных устройств заряд наушников отображается. По одному они работают и переподключаются с небольшой задержкой. С ранее сопряженными устройствами автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Сенсоры приближения на борту работают при снятии наушника с небольшой задержкой, а вот воспроизводят музыку моментально. Анимации у меня на OnePlus 9 Pro, Xiaomi 11T и iPhone 13 не было. Скорее всего, она имеется только на телефонах производителя Meizu, которых у меня нет. Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 40 мАч, полный цикл зарядки 1 час 15 минут. Отыграли на 50% громкости они у меня 5 часов 30 минут по кодеку AAC. Быстрой зарядки у наушников, к сожалению, нет. Защита от пыли и брызг класса IPX5, и она только у наушников. Естественно, я их протестировал с помощью погружения в воду, так делать нельзя, но на функционал вода никак не повлияла, во всяком случае в коротком периоде, но напоминаю, что купать их не стоит, и максимум это дождик. Далее, Bluetooth здесь версии 5.2, из кодеков заявлен только AAC, на андроидах показывает еще и SBC. Через две стены не отваливались и фризов не было. Задержки на YouTube низкие, а в играх задержки ощутимые. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением ENC, аналог CVC, их чувствительность до 38 дБ. Примеры работы микрофонов вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Meizu Pop 3. Я успел как раз, когда проезжал автобус, к сожалению, находился в шапке. Кстати, в шапке иногда у наушников звук лучше. Если шапку мы снимаем, то звук вполне возможно станет хуже. Что я хотел бы сказать по поводу этих наушников. Meizu меня радует всегда. И то, что они постарались и сделали вкладыши, это хорошо. То, что вы когда открываете кейс, и они автоматически начинают находиться в режиме сопряжения, тоже удобно. Понятно, что первый раз, потом они автоматически будут подключаться к ранее сопряженному устройству. Внешне все нравится, не нравится, что когда ты закрываешь или открываешь кейс, зеленый диодик просвечивает через заднюю часть крышки.
слегка дешмански выглядит. Пластик выглядит прилично, микрофоны, вы сами слышите, как работают, если без шапки ходить. Шапка, к сожалению, или к счастью, наверное, все-таки к сожалению, чуть-чуть на них давит, это раз, а два, при помощи нее вы можете нечаянно их сбросить с себя, они у вас могут выпасть. У меня сейчас во время тестов 2 раза выпадали, к слову. Молодцы они, за эту стоимость Meizu молодцы. Исключая телефонов. Смотрим. Звучание. На 100% громкости каши нет, что очень сильно порадовало. Запас громкости есть, но по мне недостаточный, чтобы перекрыть, допустим, тоже метро. А это вкладыши. Хватит его не всем. Басы полные и хорошие для вкладышей. Детализация не самая лучшая, но их ценник не позволяет требовать от них большего. Плюс сам форм-фактор. Инструменты местами смазаны, низкие частоты с небольшим акцентом. Высокие и средние на своих местах. И опять же, акцент у низких частот. Помним, что это вкладыши без среднего баса. Практически. Так что бас-хедом мимо. Сцена не объемная, но в любом случае звук приятный, наушники подойдут для воспроизведения многих стилей музыки. Я бы сказал всего, если вы не притязательны и понимаете, что это за форм-фактор. Это вам не Huawei FreeBuds 4. Из минусов: нет приложения, нет игрового режима, нет беспроводной зарядки и мультипоинта, корпус устройства скользкий, магниты, удерживающие наушники внутри бокса, слабоваты. Стоит в районе $40, иногда 30. Ссылка в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале. Также по ссылке в прикрепленном комментарии. На Али по 2 раза в месяц распродажи, 7-го вроде бы вот ближайшей в январе. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки или промики, я обязательно туда их скину. Притом обычно живые всегда есть, просто маленькие. Резюмируя, за все время моего использования сложилось приятное впечатление, уши хорошие по звучанию и удобные по посадке. Это не Meizu Pop Pro, это не Meizu вторые, это не затычки. К сожалению, я не скажу, что здесь лучший звук. Если вы хотите лучшие вкладыши, это Huawei FreeBuds 3, Huawei FreeBuds 4, Vivo 2, Vivo TVS Neo и еще много всего, но все это стоит дороже. Поэтому эти конкретно уши этого форм-фактора с этой ценой отлично подойдут для спорта, так как сидят в ушах надежно. В принципе, в них довольно комфортно себя ощущаешь, исключая внешнего вида. Лично мне он не зашел. Дизайн их стильный, необычный, есть защита от брызг. Все минусы, в принципе, я вам перечислил. Лично для меня они не критичны, учитывая, опять же, стоимость. Поэтому девайс сюда, пишем, что еще купить на обзор, участвуем в розыгрышах, ставим лайк за труды и подписываемся на канал. Добра и удачи вам, дорогие друзья!